Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам связать резинку 2 на 2 по-новому. Резинка получается более плотной, более пружинистой, с ровными петлями. Эта резинка, первый вариант, получается двусторонний. Посмотрите, лицевая сторона вот с такими объемными пышными дорожками лицевых петель, углубленными изнаночными, и получается с изнанки смотрится немножко по-другому. Первый вариант можно вязать как прямым полотном, так и по кругу. Например, для вязания шапок первый вариант такой резинки тоже отлично подойдет. Также тем же самым способом можно вязать резинку 2 на 2 двусторонним. Получается она еще плотнее, еще более пружинистой. И с двух сторон получается дорожки лицевых петель одинаково смотрятся. Они такие более плотные, более ровные. Такой узор, думаю, больше подойдет для вязания только прямым полотном, например, для воротников или каких-то других деталей. Итак, рассмотрим, как вязать оба варианта именно с самого начала с набора петель. Для начала вязания набираем петли классическим способом, используя 2 спицы. Вначале делаем начальную петлю и далее, захватывая нить из 2 пальцев, набираем любое четное количество петель. Смотрите, для прямого полотна мы набираем любое четное количество петель. 2 петли будут кромочные, остальные петли будут участвовать в узоре. Для вязания по кругу необходимо, чтобы количество петель делилось на 4. Итак, я сделала набор петель, убираю одну спицу и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд это будет изнаночный ряд. Можно его еще назвать как установочный ряд. Первую петлю как кромочную мы снимаем. Далее начинаем вязать, если вы хотите, чтобы в начале была первая дорожка лицевых петель, то начинайте вязать 2 изнаночные, провязывайте вместе. Провязала 2 изнаночные одной петлей. Далее идет 2 лицевых. И повторяем 2 изнаночных вместе, одной изнаночной и 2 лицевых. Далее 2 вместе изнаночных, одной изнаночной, 2 лицевых. И так до конца ряда. Заканчиваю первый ряд. Здесь я провязала 2 изнаночных вместе и после последней 2 лицевых, и остается кромочная петля, которую я провязываю изнаночной. Поворачиваю работу и начинаю вязать второй лицевой ряд. Первая петля кромочная снимаем. Далее у нас идет 2 изнаночные. 2 изнаночные провязываем по рисунку 2 изнаночные. После идут 2 вот лицевые петли, которые мы провязали вместе предыдущий ряд. Необходимо поднять первую лицевую петлю и накинуть ее на спицу. И провязываем эту петлю лицевой, а следующую петлю снимаем, не провязывая. Повторяем раппорт. 2 изнаночные. Поднимаем первую петлю предыдущего ряда. Те, которые 2 петли мы провязали вместе, смотрите, вот это сверху вторая петля, а ниже идет первая петля. И мы провязываем ее лицевой, а следующую петлю снимаем, не провязывая. Рабочая нить за петлей. И повторяем. 2 изнаночные. Поднимаем первую петлю. Накидываем ее на спицу, провязываем лицевой, вторую петлю лицевую снимаем, нить за петлей. И так повторяем раппорт до конца ряда. Начинаю вязать третий ряд. И по сути третий ряд мы вяжем точно так же, как и первый, только здесь мы уже видим рисунок резинки. Первая петля кромочная снимаем,
Далее идет 2 изнаночных, и эти 2 петли мы провязываем вместе 1 изнаночной. Далее 2 лицевых, по рисунку их провязываем 2 лицевых. 2 изнаночных вместе 1 изнаночной, 2 лицевых. 2 изнаночных вместе 1 изнаночной, 2 лицевых. И так повторяем до конца ряда. Четвертый ряд вяжем практически точно так же, как второй ряд. Первая петля снимаем. Каждый четный ряд это у нас лицевой ряд. Далее по рисунку 2 изнаночных. После у нас идет 1 лицевая петля. Необходимо поднять первую петлю на ряд ниже. Те, которые мы провязывали в предыдущем ряду, 2 изнаночных, вот ниже или рядом вот эту полупетельку поднимаем и провязываем лицевой. А следующую петлю снимаем, не провязываем. Повторяем. 2 изнаночные. Рядом с лицевой поднимаем петлю, полупетлю, которая находится рядом на ряд ниже. Накидываем на спицу, провязываем лицевой, а лицевую снимаем. Повторяем. 2 изнаночные. Снимаем петлю, которая находится рядом на ряд ниже. Вот вы видите 2 полупетли. Поднимаем, провязываем лицевой, следующую снимаем. 2 изнаночные. Так провязываем до конца ряда. И далее повторяем по сути 2 ряда лицевой и изнаночный. Дорогие друзья, при вязании по кругу мы вяжем узор резинки по рисунку. То есть каждый ряд у нас лицевой. Над изнаночными мы всегда вяжем изнаночные. Над лицевыми, смотрите, в рядах, где у нас будут 2 лицевые, мы провязываем их вместе 1 лицевой. Если 1 лицевая, то поднимаем петлю рядом, поднятую петлю провязываем лицевой, вторую снимаем. И так чередуем 2 ряда. Показываю, как вязать второй вариант резинки, где обе стороны остаются одинаковые. Такой вариант больше подходит для прямого полотна, поэтому набираем любое четное количество петель на 2 спицы и вяжем первый ряд. Первая петля кромочная. Далее провязываем 2 изнаночные вместе 1 изнаночной, 2 лицевых. И повторяем 2 петли, тут не 2 изнаночные, просто 2 петли вместе 1 изнаночной, 2 лицевых. 2 петли вместе 1 изнаночной, 2 лицевых. И повторяем так до конца ряда. Последнюю петлю кромочной провязываем любым способом. Второй ряд начинаем вязать. Первая кромочная. И далее смотрим по узору. В предыдущем ряду здесь последние 2 были 2 петли вместе 1 изнаночной. Поднимаю петлю первую предыдущего ряда и накидываю ее на спицу. Провязываю лицевой. Лицевую снимаю, не провязывая нить за петлей. Далее идет 2 изнаночные, 2 изнаночные вяжу вместе 1 изнаночной. Повторяем раппорт. Следующие 2 петли были провязаны вместе лицевой. Поднимаем петлю лицевую вторую, накидываем на спицу и провязываем лицевой. Следующую лицевую снимаем, не провязывая. И 2 петли вместе 1 изнаночной. И повторяем. Поднимаем петлю лицевую рядом, полупетлю, провязываем лицевой, лицевую снимаем 2 петли вместе изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Начинаю вязать третий ряд, и по сути с третьего ряда раппорт узора одинаковый в каждом ряду и повторяется каждый ряд. Первую петлю кромочную снимаем, далее смотрим по рисунку, идет 2 изнаночные, и мы их вместе провязываем 1 изнаночной. Далее смотрим, идет лицевая петля, в предыдущем ряду это было 2 изнаночные, поднимаем петлю лицевую рядом предыдущего ряда, вторую,
Накидываем на спицу, провязываем лицевой, следующую лицевую снимаем. Повторяем 2 изнаночные вместе, поднимаем петлю вторую лицевую, накидываем на спицу, провязываем лицевой, лицевую снимаем. И так вяжем до конца ряда. Следующий ряд тоже вяжем тот же самый раппорт по рисунку. Показываю вязание 4-го ряда. Здесь уже узор резинки становится более выразительным. Первую петлю снимаем кромочную, по рисунку идет вот лицевая петля. Поднимаем рядом лицевую петлю на ряд ниже, провязываем ее лицевой. Следующую лицевую снимаем 2 изнаночные, вяжем вместе 1 изнаночной и повторяем этот раппорт. Поднимаем вот рядом петлю вторую на спицу, провязываем лицевой, лицевую снимаем 2 изнаночные вместе 1 изнаночной.